Ja, ik moet niks september. Во. Утро 23 августа 26 года. Кстати, день моего любимого города. Это где-то часов 8, наверное, утра, может 8:30. Люди некоторые уже успели выложить свой товар, некоторые еще нет. Рынок еще такой наполовину пустой. Обычно он готов где-то часам к 10. Перекупы, конечно, приезжают пораньше. Они могут и в 7, и в 6 даже утра здесь быть. Ну, а люди так, в основной массе, обычно к 10 часам их больше всего. В этом обзоре, в этом ролике я вам расскажу аж 4 истории, каждая из которых могла бы потянуть на отдельный сюжет, но у меня нет столько времени монтировать, поэтому я все же уложу это в один ролик. Вот люди из антикварного магазинчика выносят коробки. Многие приезжие любят нырнуть в эти коробки, и я иногда тоже. Там прям можно найти действительно интересные вещи. Я обычно ничего не планирую конкретно. Это не магазин, где есть конкретный товар с конкретной ценой. Люди, которые привозят антиквариат, могут его не привезти в этот раз. Эти люди могут не приехать в этот раз. Поэтому рассчитывать на то, что ты найдешь, купишь ровно то, что тебе нужно, думаю, не стоит. А потом ты расстроишься и купишь уже что-нибудь, хотя бы что-нибудь. Поэтому я думаю, лучше никаких жестких установок по поводу что-нибудь купить обязательно не делать. Даже если ничего не купил, ты интересно провел время, ты посмотрел на интересные вещи, обогатил себя, что-то новенькое узнал, может быть, с кем-то познакомился. В общем, можно сказать, бесцельно слонялся все это время. Хотя цельно, с целью. Еще такой утренний вайб. Люди попивают чаек, кофеек. Чем-то мне приглянулась эта вазочка. Неплохая, но дороговато. Я бы не стал брать. Сейчас такой краюшком глаза охватим место погребения крытого рынка. Это бывший когда-то спортзал, большой был спортзал, и под его крышей располагалась часть античного рынка. Особенно актуально в период дождей, плохой погоды. Не знаю, может быть, они будут строить что-то новое, может, оставят просто открытую площадку под парковку, не знаю, посмотрим. Жалко, было очень интересное такое место. Там сосредотачивался в основном фарфор, стекло, ничего другого там не продавали. То есть, если ты идешь под этот свод, ты там что-нибудь интересненькое обязательно найдешь. Ну, если ты идешь за этим. Очень люблю, когда у людей тематические столы, где не просто навалено кучей
а подобраны вещи по какой-то теме. Вот этого человека, кстати, вот такая специфичная тема. Ящик с костями. У него там много чего такого интересного. Такую замечательную вазу обнаружил на этом столе. Понравилось, хотел взять. Продавал человек за 135. Можно было сторговаться, я думаю, за 100 бы отдал. Но вазу я эту не взял. Почему? Давайте разбираться. Ну, первое. Рисунок деколь. Это переводная печать. Второе. Нет клейма. То есть это no name. Я знаю, кто производитель, но все равно с клеймом продавать легче. Третье. Это не фарфор, это фаянс. Там видно хорошо, он весь в кракелюре, в мелкой сеточке из трещинок. Давайте посмотрим на аналоги в интернете подобной вазы. Я нашел, забегая наперед, скажу сразу, два варианта. Один полностью, один в один похож, даже скорее всего это он и есть, этот предмет. Второй похож, но немного другой мотив. Вот он первый, который точно такой же, и второй похожий. Остальные вазы, которые здесь я вижу в выдаче, они близкие, но некоторые даже совсем не близкие. Так, просто, чтобы вы знали, что еще Google подсовывает нам в виде похожих. Вот это ссылка, куда он ведет нам, где было полностью похоже, но этого лота, у этого лота внизу был слайдер с похожими товарами, и в этом слайдере засветилась наша ваза. И этот лот уже, понятно, продан, и его уже этого объявления нет. А вот второй, который похожий. Немного отличается птица, нарисована немножко иначе. Здесь немного более детально можно рассмотреть этот предмет. Да, здесь тоже нет клейма. Ну, продает человек это за $950. Но цена $950 – это та цена, которую человек захотел поставить. Я могу захотеть и 10 тысяч поставить. Это совсем не означает, что товар продастся за эти деньги. Вообще цена – такая отдельная тема, мы о ней обязательно поговорим. Я для себя не увидел потенциала для покупки этого предмета, продать его дороже в 2, в 3 раза, да даже в 1,5. Может не получиться, можно просто заморозить деньги надолго. Если для себя брать, да, в домашнюю коллекцию, да, предмет прикольный, но не больше того. Я думаю, за эти деньги можно найти вещи поинтереснее. Интересная миниатюрка такая, никогда таких не видел. С кейсом, ну прям выделка такая, очень детализированная. Sorry, man, Oncolat. What is the price? Voor de 3, hè. Het is 18 China. China 18. Voor de 3 de beste prijs 60. Это я у дяденьки выспрашивал за эти 3 тарелки. Он говорит, что это Китай. За 3 он просит 60 евро за 3 тарелки. Мы к этому дядечке еще вернемся. Такой интересный лебедь. Правда, с потерями кто-то. То ли пластилин, то ли чем-то ему восполнил клюв. Такого же стиля исполнения коробочки фарфоровые. Вообще на рынке очень много чего интересного и также неинтересного. Видите, некоторые тарятся целыми тележками. Это так себе тележка. Я видел такие тележки, что как длинномер, несколько вместе, связанные как поездом, и ездят. И такие набитые доверху. Люди скупляются как в супермаркете. Вот прям целый сервис. Тоже старый.
последнее время начал обращать внимание на мебель. Красивые предметы, такие дома в интерьере держать. Ну, вот этот чайничек отдельно заснял, тоже интересно. Такие обычно покупают под роспись. Те, кто потом выдают это за Мейсон, КПМ, Royal Copenhagen и так далее. Вот видите, еще видны на солнышке играют концентрические круги. Это очень интересная, странная, я не знаю, икона, что это. Видите, количество людей уже прибавляется. Но нужно делать паузу. Он хоть и не велик, этот маркет, но нужно и отдыхать. Обычно у меня поход по маркету занимает часа 4. Иногда больше. Поэтому так в удовольствие посидеть, отдохнуть. Перевести дух, рассмотреть предметы, если уже какие-то купил, приобрел. И я тут сел напротив интересного стола, я сейчас к нему подойду, где продаются интересные предметы. На этом столе я обратил внимание на 2 тарелки. Одна из них лежала кверх дном для демонстрации клейма. Клеймо, очень похоже на Мейсон. Мотив очень похож на Мейсон, форма, все очень похоже на Мейсон. Почему говорю похож? Потому что это не Мейсон. Продает он их в пару за 125 евро. Если бы это был настоящий подлинный Мейсон, то в принципе цена была бы неплохой. Если бы торговаться, допустим, за 100 евро, я считаю, неплохая цена. Но в этом случае это не Мейсон. Но продавец, видимо, об этом не знает. И я даже допускаю мысль, что он искренне верит в то, что это Мейсон. Клейма действительно похожи. Я вот у него спрашиваю, на всякий случай, вдруг он... Ну вот он говорит, Германия, Мейсон, самая первая фарфоровая мануфактура. Ну, в общем, понятно. Давайте посмотрим, что об этом думает Google, поиск по картинкам и искусственный интеллект. Это тот момент, о котором некоторые знают, некоторые нет. Часто Google поиск по картинкам и искусственный интеллект выдают желаемое за действительное. Вот он пишет, что это Мейсон, все в порядке. Сейчас посмотрим, что там ниже. Производитель Мейсон, мануфактура, Германия, все честно. Но я не унимаюсь, и я думаю, будет неплохо проверить его еще и с помощью клейма. И я дополнительно загружаю фотографию с клеймом, с маркой, с маркировкой на обратной стороне. Посмотрим, поможет ли это ему или нет. Ну, похоже, не помогло. Клеймо подтверждает подлинность. Все здорово. Дальше он идет по расшифровке этого клейма, этой маркировки. Уходит в дебри
приводит пример известного периода с точкой, хотя никакой там точки нет. И период с точкой – это даты середина, вторая половина 18 века, а тарелки явно не 18 век, даже не вторая половина. Но если человек не знает, если человек не в теме, клеймо похоже, мотив похож, форма похожа, все похоже. Плюс еще и, пожалуйста, Google подсказывает, что это так, искусственный интеллект смотрит, читает клеймо. Везде со всех сторон зеленый свет. Можно и купить? Не знаю. Я считаю, что продавец, скорее всего, не знает искренне, это не злонамеренная какая-нибудь акция, где он хочет кому-то что-то впарить. Я в это не верю. Ну и в то же время очень важный момент, если идешь на барахолку, приобретать что-то подобное, ну или в поисках чего-то подобного, нужно быть готовым заранее. Я знаю людей, сам так иногда делал, поначалу делаешь фотографию, потом отходишь в сторонку, сел там в кафе, не знаю, и мониторишь, что там нам скажет Google поиск, что же это за предмет. Так вот, если вы не готовы заранее, то велика вероятность прилипнуть на денежку. В этом случае всего 125, но предметы могут быть и подороже. Знаешь, никогда не интересно было мебель, а что-то в последнее время на столе с хламом нашел вот такой вот предмет. Сильно потертый предмет, на самом деле меня даже оттолкнул, но почему-то все-таки в руки я его взял, перевернул, увидел это клеймо, знаю, что такие вещи стоят денег. Я даже, если честно, не знал, что это вообще такое. Очень странный мне показался предмет. Спросил за цену, предложили мне купить за 15, сторговался за 10. Дома уже начал разбираться, что это такое. Оказалось, кружка-чайник. Есть два варианта исполнения, маленькая и большая, у меня большая. У этой кружки есть несколько плюсов и несколько минусов. Ну, из плюсов я ее купил недорого. Второе, она интересной формы, это очень нетипичная форма для кружки. Она целая, она без трещин, она не клееная, у нее ничего не отломано. Есть, правда, небольшой, совсем маленький скол, но это для такой вещи, в принципе, не проблема. И она ценная. Такие вещи дорого стоят, их становится все меньше и меньше. Ну и минусы, кстати, тоже есть. У меня нет у нее крышки, в комплекте к ней должна идти крышка, вот ее нет. Это, конечно, минус, но крышку можно найти. Это большое преимущество, это лучше, чем если крышка будет, чем если вещь будет разбита, но с крышкой. Вот я ищу по картинкам, вот что мне выдает искусственный интеллект, Google поиск. Вот какие варианты я нашел. Еще из минусов она у меня сильно потерта. Золото сильно потерто. Я знаю, что можно восстанавливать, но это уже отдельная история. Ну, как есть, оригинальное золото нормально потерто. Вот, на самом деле я вижу их прилично. Не знаю, в продаже они или просто где-то на выставках выставлены. Вот, буквально первый попавшийся лот. Открываю, это польский сайт, аукцион. Кто-то сильно пожадничал, выставил начальную цену торгов 438 евро. Поэтому аукцион даже закончился, не начавшись. В общем, такая покупка. Посмотрим, отобьет она себя или нет. Смогу ли я продать эту чашку дороже 10 евро или нет. Думаю, что смогу. А мы возвращаемся к нашему... У этого дяденьки я покупаю 3 тарелки. Вот они у меня перед ногами. 3 из набора. Это китайский экспортный фарфор. 18 век.
Они в хорошем состоянии. Из 3 тарелок 2 абсолютно целые. И только у одной, у третьей есть небольшая трещина. Но она не делит тарелку пополам, это не сквозная трещина. Такое, как, знаете, как волосок. Я немножко поторговался с ним. 60 евро он просил, за 50 сошлись. Я считаю, покупка хорошая. Предметы действительно ценные, они стоят этих денег. Давайте посмотрим, что нам по Google поиску скажет Google. Google, китайский экспортный фарфор, 18 век. Ну, в целом, estimate оказался верным. Оценка оказалась верная. Вот тарелка, которая просто удар в удар, очень похожа на мою. Вот она уже продана. Давайте посмотрим просто на предмет поближе. $146 цена продажи. Это просто одинаковые тарелки. И она тоже здесь целая. Ну, в общем, я могу в целом отнести, сделать estimate по каждой из своих тарелок, ну, примерно в 100 евро. 100, 150, ну, 150, наверное, будет дороговато. Ну, вот 100 евро где-то, я думаю, нормальная, справедливая цена будет за тарелку. Давайте спросим у AI его estimate, что он нам скажет. Ну, вы сами видите, что он нам говорит. Я не знаю, стоит переводить, нет. Ну, 150-300 это, конечно, дороговато, я считаю, немножко он завышает цену. Но в целом, если по нижней планке, то где-то в рамках справедливой цены. Хотя такое бывает еще, знаете, на кого попадешь. Бывают люди-коллекционеры, готовы заплатить и больше. И плюс, как я уже сказал, это сет, это не отдельная тарелка, это набор. А это, ну, это намного лучше, чем 3 разные тарелки. Спускаемся в подземелье. Здесь интересно много чего. Потому что продаются порой вещи настолько неожиданные. Не ждешь увидеть на античном рынке чего-нибудь подобного. Кстати, антиквариат — это ведь не только фарфор. Можно увлекаться вообще чем угодно. На одном из таких походов мы купили старинные шляпы. Одна из них уже продана, вторая в продаже. И это пользуется спросом, людям это интересно. Вот оружие тоже вариант, почему нет. Вообще, антиквариат — это такая огромная ниша. Найти можно для себя вообще все, что... Найти можно конкретную нишу под себя. И если фарфор это не ваше, то можно найти, вот, пожалуйста, мебель, здорово, тема, медали, монеты, серебро, украшения. Да, в общем, это целый мир. А я на этом на сегодня ставлю точку. Такой получился поход. Всем пока.